Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и сейчас я проведу обзор и настройку камер смартфона Realme 10. Данный смартфон на своем борту имеет датчик от Samsung GN1. Второй датчик вспомогательный, сразу скажу, что находится он здесь только для красоты. Верхний объектив — это и есть датчик от Samsung, только он здесь рабочий. Он может фотографировать в разрешении 50 мегапикселей, но обо всем по порядку. Первый и основной режим Realme 10 — это обычные фото, совершаются они в 12 мегапикселей. На верхней панели мы можем видеть некоторые настройки. Первое — это управление вспышкой. Сейчас она отключена, также можно включить вспышку, которая будет срабатывать при совершении фото. Следующая иконка включает вспышку в автоматическом режиме. В этом режиме смартфон сам будет определять окружающую его освещенность и по мере необходимости активировать вспышку. И последняя иконка — это вспышка на постоянной основе. Она будет всегда включена. Далее на верхней панели идет активация HDR. Сейчас он выключен, вторая иконка — это HDR включен на постоянной основе. То есть в таком режиме смартфон будет совершать снимок с расширенным динамическим диапазоном. Третья иконка — Auto HDR. Здесь алгоритмы камеры сами будут определять, нужно ли им включать HDR. Следом идет активация искусственного улучшения. Не знаю, видно ли это на камеру, но когда я включаю эту функцию, цвета становятся более насыщенными. И последняя иконка на данной панели — меняет соотношение сторон фотографии. Стандартный режим здесь 4:3. Сейчас давайте посмотрим, какие снимки может совершать Realme 10. Забегая немного вперед, сделаю сравнение с камерой на 50 мегапикселей. Слева камера на 50 мегапикселей, справа стандартная. При увеличении видно, что камера слева на 50 мегапикселей делает более детализированные снимки. Если приблизить еще немного, то отчетливо видно, что на снимке справа не хватает резкости, а также заметна повышенная пиксельность. Посмотрим на задний план. Как видите, на сильном приближении на снимке слева в 50 мегапикселей прослеживается повышенная зернистость, а также шумы. Также отмечу, что на фото справа цветопередача более теплая. В 50 мегапикселей она холоднее. В целом оба снимка достаточно хорошие, особенно это доказывает камера в 50 мегапикселей. К сожалению, на Realme 10 нет широкоугольной камеры, которая обычно включается вот таким щипком. Здесь можно делать только увеличение. Клацаем вот здесь, появляется такое колесо. Прокручиваем его вправо. Максимальное увеличение x10. Конечно, качество при этом сильно страдает. Слева у нас иконка поиска по объектам, нажимаем на нее, включить камеру, делаем снимок, результаты поиска объектов выдаются в Google. Справа имеется иконка, которая ретуширует фото, если потянуть ползунок вправо, а также фильтры. Нажмем три точки, посмотрим настройки. Здесь можно активировать таймер, который будет срабатывать после нажатия затвора. Пройдем в основные настройки. Водяной знак устройства. Если вам нужно, можете его включить. Я ставлю галочку «Модель устройства». При этом на совершенных снимках будет надпись Realme 10. Сетка и направляющие. Допустим, включим сетку. Экран делится на несколько частей. Обычно этими инструментами пользуются профессиональные фотографы. Находим правый верхний квадрат и его пересечение, крестовину. Наводим эту крестовину на главный объект съемки. Совершаем снимок. Считается, что такая компоновка кадра более правильная. Дальше в настройках пункт «Уровень». Активирую его. На экране появляется вот такая полоса, думаю, здесь все понятно. Чтобы правильно выставить уровень горизонта, она должна стать зеленой. В таком положении ваш смартфон стоит ровно. Повернуть селфи. Если галочка включена, то вы будете видеть изображение с селфи-камеры в зеркальном виде. Зайдем в методы съемки. Здесь можно делать снимок касанием, либо при совершении снимка селфи, если включить эту галочку, покажите ладонь на камеру и затвор сработает. Коррекция искажений в портретной ориентации. Лично я эту галочку не ставлю. Она нужна для того, когда вы делаете снимок в портретном режиме, чтобы не было по краям никаких искажений. Но и без этого каких-либо искажений я не наблюдал. Дальше по умолчанию у нас включен режим.
HEIF. Он нужен для того, чтобы уменьшить размер фото. При этом фотографии, например, на компьютере, без проблем открываются в формате JPEG. Кстати, все снимки смартфон делает в формате JPEG. А вот здесь ниже на видео я эту галочку не активирую. Если ее активировать, для экономии места в памяти, видео будет сжиматься. При этом на компьютере такой сжатый файл могут не поддерживать некоторые кодеки. Идем дальше с помощью кнопки громкости. Сейчас у меня включен затвор. Нажимаю кнопку громкости, совершается снимок. Здесь все понятно, если выставить масштаб, то на кнопку громкости будет приближение, либо отдаление. Быстро изменить и поделиться. Если включить эту галочку, в этом меню слева касаемся миниатюры фото, делаем свайп вверх. Выходят два параметра. Первый – это редактирование фото. С помощью второго можно быстро поделиться снимком в социальных сетях. В каждом из этих режимов данные настройки не меняются. Они остаются такими же. В более развернутых версиях камеры эти настройки могут отличаться, но только не на Realme 10. Все-таки не забывайте, что это бюджетная модель. Давайте перейдем в режим 50 мегапикселей и посмотрим еще одно фото. Кстати, в этом режиме также можно включать искусственное улучшение и таймер. В целом, хоть Realme 10 и бюджетный смартфон, но снимки он делает достаточно неплохие. Это лично мое мнение. Считаю, что камера является одним из его плюсов. Единственное, что мне не понравилось на снимках, это при сильном увеличении заметна повышенная зернистость. Далее рассмотрим портретный режим. Нажав эту иконку, вы можете управлять степенью размытия. Сейчас стоит самое сильное размытие. Если потянуть вправо, размытие будет минимальным. Вот примеры фото в портретном режиме. Здесь размытие слабое. Как я и говорил в начале, в портретном режиме используется все тот же основной сенсор. Качество фото остается на хорошем уровне. А это пример максимального размытия. Единственная область, с которой не справился смартфон, находится здесь. Он ее также размыл. Обращаю ваше внимание, что в портретном режиме также можно использовать вот такие фильтры. Кстати, здесь есть такой интересный фильтр – динамический эффект. Включая его, делаю снимок. Открываю фото. Задний фон размывается, как будто бы он в движении. Эффект очень прикольный, если его правильно использовать. Поэтому я его выделил. Далее перейдем к ночной съемке. Слева ночной режим включен. Справа, соответственно, нет. Фото совершались практически в темноте, и только на заднем плане горит ночник. Если приблизить, то становится понятно, что ночной режим работает. На нем гораздо больше деталей. Снимок, конечно, получается не самого высокого качества, но все же его можно и нужно использовать. Режим улица. Для чего он нужен? Собственно, в этом режиме мы можем создавать разные эффекты. Например, нажмем сюда. Передвигая этот ползунок, мы можем играться с размытием. Также имеется возможность переключения в RAW формат, либо JPEG. Если включить RAW формат, то никакие фильтры и обработка не будут применяться к фото. Оно будет максимально реалистичным. Ну и, конечно, в этом режиме есть свои отдельные фильтры. Давайте посмотрим селфи-снимки. Селфи-камера здесь на 16 мегапикселей. Ничего выдающегося в ней нет. Простые фото среднего качества. А это селфи-снимок в портретном режиме. По сути, ничего не меняется. Просто алгоритмами размывается задний фон. Что касается видео, друзья, смартфон способен снимать в минимальном качестве 720, в максимальном 1080. В 1080 это могут быть 30 FPS и 60. То же самое в 720. Протестируем запись видео 1080 в 30 FPS. Конечно, никакой стабилизации здесь нет, но качество как для бюджетного смартфона вполне неплохое. Я бы сказал, не ниже среднего. К слову говоря, звук Realme 10 пишет достаточно громко и четко. Сейчас вы можете услышать, как Realme 10 записывает звук. Конечно же, на какое-то высокое качество съемки претендовать здесь не получится. В режиме видео также можно сделать увеличение на 10х. И здесь имеется ретушь и фильтры.
Каких-то отдельных настроек видео здесь также нет. Все то же самое, мы уже это смотрели. Зайдем во вкладку «Еще». В данной вкладке можно активировать дополнительные режимы, например, Pro. Если хотите поиграться с этими параметрами, нажмите сюда. Здесь будет описание каждого. К слову говоря, на обычных фото нажмите «Еще», «Сведения». Здесь будут расписаны многие параметры, которые там есть, фокусное расстояние и так далее. Также в Pro режиме сверху можно включить гистограмму. Она отображает график статического распределения яркости. По сути, здесь это можно назвать ненужной приблудой якобы для Pro камер. Ну и также во вкладке «Еще» можно активировать режим панорамы, фильмы, замедленная съемка, ускоренная. Двухоконный режим – это когда вы видите изображение с основной камеры, а также со фронтальной. Сканирование текста, а также сдвиг-уклон. В нем изображение размывается сверху и снизу, остается только центр. В этом режиме лучше снимать с какой-то высоты, фото получится похожее на игрушечную миниатюру. В целом, как для бюджетника, Realme 10 можно отметить его камерой. Он делает достаточно неплохие снимки, особенно мне понравился режим в 50 мегапикселей. Конечно, для многих здесь будет минусом отсутствие стабилизации на видео, а также здесь нет широкоугольной камеры. Друзья, если я упустил какие-то моменты, по этим моментам задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, на данной ноте буду завершать ролик, желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.